приветствую на своем канале. С вами Вероника. Сегодня вот решила сделать такой расклад ввиду ритуала, который делала на 7 чакр. Да, мы уже посмотрели результаты этого ритуала для себя. А теперь я хочу посмотреть результаты для наших недоброжелателей. Почему-то вот так вот мне пришло по подготовке карт. 4 кубков туз жезлов. У кого-то из ваших недоброжелателей писюшка не стоит. Но это из области похихикать, а вообще человек не способен ни на какие новые свершения. Ничего не получается. Грусть, тоска съедает, печалька обуяла. Сегодня у нас снова 2 варианта, но уже 2 белых камушка. Выбираем левый, правый, правый, левый. И поглядим, что с вашими там... Ой, что-то быстро кто-то спешит. Ребятки, спешит жезловый какой-то к вам. Для мальчиков верный друг, товарищ. Так хочется сказать брат, знаете, вот прям хороший. Для девочек примерно то же самое, но с некими дополнениями. Итак, сейчас мы посмотрим. Давайте, знаете как? Те, кто смотрел мой ритуал, хорошо, молодцы. Те, кто не смотрел, мы сейчас посмотрим, что с вашими недоброжелателями после того, как вы сделали отсечение вот этих всех каналов, связей, деструктивно влияющих на вас, да? Уж не знаю, у кого там чистка проходила, у кого еще что. Сами знаете, что делали, поэтому просто сейчас проанализируем. Ох, предложенница будут идти. Так. Да, все верно. В общем, определяйтесь с вашим вариантом. То есть, еще раз повторюсь, те, кто смотрели мой ритуал, пожалуйста, это по нему ориентир. Те, кто не смотрел, но делал какие бы то ни было манипуляции на отсечение деструктивщины, вам тоже сюда можете смотреть, что же у ваших недоброжелателей после этого отсечения началось. Итак, сегодня я начну с вот этих вот. А этот мы оставим пока что вот сюда. Или даже нет, вот сюда. Итак, второй вариант. Что у ваших недоброжелателей после вашего ритуала, отсечения и тому подобное? По деньгам лупануло, что-то не получилось с деньгами. Ух ты, тут прям 3 королевы выпало. Слушайте, для кого-то здесь прям 3 женщины по вам работало, да? Хочу уточнить вот из этой колоды еще сюрприз. Вот так вот пусть будет. И, естественно, Таро веретника. Пусть тут и будет. Посмотрим, что нам предложат эти карты.
Так, давайте-ка посмотрим детальнее, что у вашего недоброжелателя. Во-первых, в деньгах очень быстро сотрудничество с кем-то было разорвано, кто-то предал, подставил, причем случилось быстро, не ожидал ваш недоброжелатель. Смею предположить, что здесь недоброжелатель женщина, кочующая из разных энергий. Здесь эта женщина приходит к тому, что у нее как-то все не так активно, как бы ей хотелось, особенно в плане денег, загробастать свое. Какие-то есть начинания у нее, но они как-то вот... Причем начинания как в работе, так и в семье, так и с детьми. Что-то не получается. Могут быть проблемы с детьми в доме, кстати, да. Хочет найти баланс, не получается. И эта женщина, особенно что касаемо ее дома и всех тех сфер, которые привносят ей чувства, любовь, эмоции, да, наполняют, ей приходится на этом поприще становиться королевой мечей, то есть отстаивать с кем-то, рубиться за свои ресурсы в доме, на работе, с теми же детьми. Прям рубиться, понимаете? Чтобы получить то, что она должна иметь по ее мнению. Она вкладывалась во что-то, и ей не пришел равноценный обмен в ответ. Это и ее партнер может быть. Здесь могут быть также треугольники. Обнаружила, что она не избранная, понимаете? В деньгах нет прорыва, на который она рассчитывала. Могут, опять же таки, повторюсь, с ребенком быть проблемы, либо с тем, на что строила планы. Вот так вот у вашего недоброжелателя. Сердце-то разбито, нежданчик словил человек, нежданчик. Давайте-ка я еще возьму оракул теней. И посмотрим, что у этой барышни происходит. Оборвали вы каналы связи, подпитки, да? И у человека тут же просел... Да много чего тут просело. Не получаются у нее магические ритуалы и заговоры на привлечение достатка, денег, ресурса, любви к себе. Магичит, знания как бы использует, но, увы и ах, не получается. В депрессиях человек. В депрессушках сидит, да? Давайте-ка по Таро веретника. Плод, результаты. Еще момент, опять же таки, что-то с детьми. Если тут такие мамы, которые делали отвороты-привороты своим сыном, своим дочам, те сейчас начинают бунтовать, что-то с них сползает, и отношения с детками разваливаются. Как пример говорю. Ей показали, что все ее защиты рухнули, и что теперь будут ломать ее волю. Что человек получил свой приговор, у нее идет крах иллюзий, причем еще она может болеть.
очень болезненно воспринимает данную ситуацию. Она в свое время выбрала не тот путь. И теперь ее будут перекидывать в какое русло. Хочешь, чтобы у тебя по меньшей мере хотя бы болячек не было, повышай вибрации, пожалуйста, приходи к духовности. Она еще хотела исцелиться, скорее всего, за счет вас. Да. Ей показали, что тот приворот, который она делала в свое время, опять же таки, повторюсь, деструктивная магия на волеизъявление другого человека. Не обязательно приворот, хотя может быть и приворот. Конкретно и четко. Видимо, опять хотела повторить то, что раньше делала, а не сложилось. Не сложилось. Надменная персона. Кому-то обращается, считает, что ее слово во главе всего стоит. Как она говорит, считайте, пророк ведает. Но, увы и ах. Кому-то ходила, обращалась, заказывала и поняла, что не сработало. Разочаровалась в ритуале, в заговорах, хотела, чтобы у вас были проблемы, а оказалось, что их нет. Атаки на нее идут, защиты все у нее ушли очень далеко и надолго. Человек подвержен нападениям. Итак, смотрим, что здесь. Фамильяры ее оставили, но здесь она поддержку от темных сил брала. Фамильяры уходят, и знаете что? Она, видимо, хотела, чтобы к ней с любовью относились. А в итоге теперь получается, что люди ее начинают ненавидеть, и определенные силы берут то, что ей когда-то даровали. И чем берут? Теперь ее вводят в невежественность. И получается, что она для своего окружения просто стала бессмысленным персонажем. Вот пустое место, понимаете? Пустое место, да? А я хочу узнать, а что там произошло? Что же там произошло? Слушайте, здесь от этой девочки, на которую вы смотрите, мог мужчина гульнуть налево, направо. Она, возможно, даже ему приворот в свое время делала тоже. Но здесь не просто мужчина гульнул, здесь тотально, как люди отворачиваются от человека, понимаете? Если раньше кто уважал, все уважение пропало. А что там вскрылось, что люди к ней так? Слушайте, здесь какая-то информация для кого-то. Ваш недоброжелатель работает в интернете, тоже практик, и вот где-то обосрался, короче, опозорился. Именно в своем ремесле. Если же не практик, да, обычно здесь в обществе что-то. Что-то в обществе. В обществе как-то вот не показывают, а что там произошло. Знаете, такое впечатление, что все, кто ее окружал, очистились от вот этого морока иллюзорного, хорошей, прекрасной феи. Что там открылось? По карме что-то. Ну, смотрите, закрывают. Возможно, открылось то, что она работает на кладбищах и насылает проклятие. Да.
Где-то что-то дама спалилась. Спалилась, бедолага. Что-то у нее не получилось. Может, где-то ляпнула что-то. Понимаете? Вот как-то так мне идет. Здравствуйте. Здравствуй, моя любимая колода. Так, интересно, понимаете, меня просто расколбасило. А что же там вскрылось? Ну, работала она на кладбище. Вот понимаете, здесь либо человек вот реально по интернету работает, да, и поняли, что неблаговидный человек какой-то, да, то есть, ну, говорит одно, делает другое, практик. А здесь по-любому практик, то есть эта барышня, она практикует различные магуйные ритуальчики. Так, если кто не, ну, то есть она вообще с интернетом не связана, вот мне интересно, что же там вскрылось в обществе, что вскрылось? Что она дура, блин, вскрылась, ну как здесь еще трактовать? Слушайте, вот это жесть! А-ха-ха-ху-ху! Я вообще, вот понимаете, я обожаю эту колоду. Вот автор, который ее написал, он, да, специфическая личность, у него свой был путь, но вот я, короче, ее обожаю, не просто так. Глядите, что здесь скрылось. В общем, это девочка. Но здесь не девочка, здесь бомбина, понимаете? Бомбина за полтос. Вот что-то в этом роде такое уже, знаете, а-ля на подходе старческий маразм, короче говоря. Даже если ей слегка за 40, возможно, 45 и выше мне идет. Смотрите-ка. Если эта девочка молодая, то, поверьте мне, у нее, конечно, да, в душе она уже бабка. Короче, что вскрылось? Вскрылась информация о том, что она далеко не такая хорошая, как себя позиционировала в обществе. Люди поняли, что этот человек далеко не так набожен, даже если он бьет поклоны челом в пол батюшке каждое воскресенье в ближайшей церквухе. Людям вскрылась информация о том, что вся ее якобы духовность просто напускная пелена. И вскрылось то, что эта персона, говоря о том, как ей тяжело, жалуясь на свою жизнь, много чего врет, что она с помощью магии ворует у других достаток, ресурсы, любовь. Короче, понимаете, воровка, просто воровка. И вскрываются еще такие моменты, что помимо всего человек сам под программами, под иллюзиями, под подселенцами, под теми силами, которые ее сжирают. Я не знаю, что там произошло на физике, но люди как будто увидели, чем она на самом деле одержима по жизни. Понимаете? Вот деньги, все. Будем ломить жизни всех окружающих. Дети, внуки, срано. Хочу, беру, мое. Понимаете, недолюбленная девочка здесь, просто недолюбленная папкой, мамкой, которая в итоге исковеркала практически всем своим близким их жизни. И это вскрывается. Отлично. Ну, второй вариант, первый по выкладке, и я вас здесь поздравляю. Здесь просто 90, да? Шикарно, шикарно, конечно. Очень шикарненько. Так, вот эти я отложить хочу.
на второй вариант новые, чтобы там были. Но слушайте, долго так информацию закрывали, да? Она, видимо, не хочет, чтобы эти новости дошли к вам. Дошли, понимаете? Чтобы вы как бы радовались. Вот, хочется мне сказать. А ну-ка, чисто, ну, для себя. Слушайте, это человек из вашего прошлого, и вы, возможно, во сне, в период какой-то своей, может, легкой депрессии. О чем это говорит? Была программа, немножечко она к вам прошла, ее пропустили для того, чтобы вы что-то проанализировали, вытащили из прошлого и проработали. Возможно, во сне, в такой вот период, вы можете находиться и не в депрессии, но знаете как, о чем-то взгрустнулось, о чем-то там подумали, да, вспомнили какие-то неприятные моменты, и вот вам приходит во сне информация, вы, кстати, тоже практик, прямо вот об этой девочке, об этой красавушке. Прям приходит информацион к вам определенного характера, и вы понимаете, что тогда произошло. И вот, возможно, уже некоторое время прошло после того, как вы получили эту информацию. И вот вам детали того, что вам дали, ну, понять, что ваш недоброжелатель рухнул, да. Здесь может быть, опять же таки, если кто, ну, те, кто смотрели мой ритуал, значит, у вас недавно это все. Те, кто не смотрели мой ритуал, просто работали в своем ритме и проводили свои определенные ритуалы, да, на отсечение, вам эта информация могла приходить и раньше, где-то неделя-полторы вот до этого момента. Вот вы увидели, вроде как просмотрели, ну, получила, да, получила, и ладно, да. Так вот вам детали получки того, что ей было уготовано высшими. Вот вообще мне нравится вариант. Так что я вас поздравляю, белые камушки. Вот, я вас поздравляю. Очень шикарный расклад. А мы будем переходить к первому варианту, второй по выкладке. Так, смотрим, что по вашим недоброжелателям. Король жезловый, король кубковый, да ёп, перный балет, да? Так. Ну, здесь мужик у нас, здесь мужик. О, император. Ага. О. Ага. О, ну, здесь у нас мальчик. Здесь у нас мальчик. Обнуление по работе у человека. Раз, приходится держать деньги, зажимать, крысить. Короче, в жлобах сидит. Почему? Потому что деньги теряют. Обнулились вообще финканалы у человека. Значит, еще помимо этого обнуляется ситуация в его чувственной сфере. Если был союз, союза этого нет. Здесь идет зачистка. Зачистка человека, он трансформации проходит. Повторюсь, у кого-то из недоброжелателей не стоит писюшка. Человек из прошлого у вас тоже может быть. Он сам вспоминает о прошлом. А теперь мне хочется уточнить кое-что. Бам. Все. Короче, мальчику сбили корону из-за его эгоизма, на фоне которого он накуролесил в своей жизни. Там не только вложение говна в вашу жизнь. Вы, поверьте мне, не последняя инстанция.
Человек на куевдил. Как же я себя сдерживаю, вы даже не представляете себя. Он много кого обманывал в людей, с теми, с кем сотрудничал. Здесь по справедливости пятерочка пентаклей приходит, статус императора в 0. Все его начинания в 0, что-то планировал, все, нет никаких планов, приходится деньги теперь зажимать. Очень грустит, бухает на этой почве, говорю вам 100%. В двойственной ситуации находится, выбирает. Что ты, милый друг, выбираешь? Выбираешь южное или восточное кладбище себе выбрать для покупки места под солнцем или что? Это был черный юмор и, да, черный сарказм. Выбирай. О, вот что ты выбираешь, солнышко. А что ж ты так? А ну-ка. Ага. О. Ага. Ага. Слушайте, мальчик выбирает, ой, ждет. Видимо, если вы же жрица, ожидает от вас каких-то новостей, результатов, что-то, может, вас заказывал и ждет. Пускай ждет. Короче, что выбирает? Говорит, не знаю, что делать, какой ритуал. Либо же как-то поменять свои доходы, финансовую стабильность, посидеть, прибухнуть, погрустить о том, что я такой замечательный персонаж. И как бы, потерял деньги, потерял статус. Почему же это происходит? Может, что-то нужно подшаманить. Либо же говорит, хочу пойти на кладбище, приобрести силу. Понимаете? Силу хочу. Для того, чтобы что? Для чего тебе это? Потому что победить не могу. А знаете, кого не может победить? Возможно, даже вас. Но здесь я вижу по энергиям не только вы. Почему тут много энергий и разношерстных? Он плюнул в колодец, из которого пил. И там есть мальчики, которых он опрокидывал, которые хотят с ним, так сказать, поквитаться. Смотрите. Здесь человек в свое время выиграл бой, но теперь проиграл войну. И для этого ему нужна сила. Вот о чем он бухает и планирует. Понимаете? Бухает и планирует. Но вы сами можете понять, что в таких энергиях не сотрудничают с темными. Ну, а коль сотрудничают, тогда, камикадзе. Что я могу сказать? Камикадзе. Пусть будет так. Здесь потеря очень переживает. Здесь душевное переживание. Статусность просто рассыпалась, как карточный домик. Понимаете, воздушные гребаные замки, а он считал себя императором. А он тут вкладывался, а он так трудился. Дружище, в тебя же тоже кто-то вкладывался, да? А ты как поступил? Вот теперь ты теряешь это же. Ты теряешь это же. То, что дорого тебе. И никак иначе не будет. Он как-то сглупил. Он хотел кого-то обдурить. И спать. Хотел он кого-то, но, видимо, кто-то оказался более хитроумнее его. И здесь человек в бухлишко впал. Причем, так знаете, основательно. Думает, залью сейчас. Залью, заливает и планирует, какой ритуал сделать. Ладно. Что я вам хочу сказать? Конченый человек, все, он поломан, понимаете? Этот человек переломан по стержню.
Если брать чакровый столб между второй и третьей чакрой, примерно поясница, у него удар. И я так предполагаю, а я сейчас уточню, давайте-ка ваше вложение в этот удар. И вложение извне от тех людей других. По менталу люди пробили, причем там были ссоры, скандалы, разборки, выяснение отношений. А вы, я так смотрю, вы что? А вы обратку кинули. Причем все деструктивные программы, энергии низкочастотные отправились к вашему недоимператору. Жопошник почему-то мне хочется сказать. Я не знаю уж почему и откуда это идет. Вот слово жопошник. Возможно, вы лучше меня знаете, кто у вас там в данном королевском статусе пребывает, девочки. Да и мальчики тоже. Здесь не отменяйте тот факт, что это может быть ваш какой-то друг, товарищ, побратим, который неблаговидным образом поступил по отношению к вам. Вот так вот. Его королевское величество прибухнуло. Так. Оракул теней. Хочу оракул теней. Что оракул теней покажет? Что же с вашим недоброжелателем? Слушайте, какая-то истина ему открылась. Что за истина? Возможно, человек понимает, что ему летит обрат, что это все по справедливости, за то, что он в свое время заключал договора, заказывал вас, либо еще какое-то, знаете, как привлечь деньги к себе с разных источников. Понятное дело, что, но здесь показывают, знаете, что. Здесь работа на кладбище на вас была, свечами, дары приносились, договора заключались, выездная ритуалика однозначно, либо ездил, платил, заказывал. Это человек из вашего прошлого, повторюсь еще раз. Работал, что-то быстро делал, знаете, возможно, не исключаю тот факт, что человек бухнул, идея прострелила, короче говоря, и вперед делать. Даже некоторые ритуалы, возможно, и на пьяную бошку делал. Вот серьезно, здесь такое вот мне идет. Руникой работал, сам понимает, что налажал. Вот здесь осознание идет, что он налажал. Ну да, здесь любовная магия была на вас, а извне смотрите, на вас любовная магия, чистки какие-то проводил, хотел манипулировать людьми и иметь над ними власть, понимаете? А за это что он отхватил? Вау! Ну понятно, там рыбки покрупнее плавают, отхватил не только от вас. Тут сборная России по футболу, как я люблю говорить, в каком плане? Не в том, что хреновые игроки, а в том, что много людей собралось. И как-то так совпали звезды до положения Луны относительно Марса, Плутона и, да неважно еще каких планет. И ему с разных сторон одновременно удар пошел. Вы лишь один из лучей. Лучей было множество. Причем я вам хочу сказать, что даже не насчитаю сколько. 15, вот 15-20, то есть это 15-20 человек. Что-то из прошлого, еще какая-то программа, знаете, кто-то где-то из прошлого, кому он насолил, из давнего, да, тоже подключились, почистились. Вот я не знаю, вот 15 факторов каких-то. Вот как-то что-то такое. Да, здесь по эгоизму ударило хорошо.
Этот человек делал на то в свое время, чтобы прислушивались к его советам, чтобы он был ясно солнышко для всех. А вот теперь этого не будет. Не будет богатства, не будет признания людей, и никто не будет слушать твоих речей. Да никто не будет брать твоих советов, да и для всех ты станешь в принципе нолем. На кладбищах работал. Знаете, что он делал? Он делал подмену судьбы. Крал ресурсы у других. Сломление воли человеку идет. Ломают волю для него самыми болезненными методами. Если вам кажется, что когда ты теряешь работу, и, допустим, с этим можно справиться, для него это большая потеря, потому что, понимаете, гордость, он решил, что он ухватил Бога за бороду. А оказалось, что он, в принципе, подплинтусная вша для всех. Понимаете? Оказывается, что, может, ему там мама в ушки заливала, или, да, вот таких я называю бабами. Вот бабы ему попадались, которые ему попку подтирали, в ножки кланялись, лишь бы денежки были, понимаете? И, собственно, все, разочаровашки. По высшему суду, девочки, я же сказала, мальчики, здесь по высшему суду. Силы говорят, покайся, покайся, грешник, покайся. Иначе еще больше на тебе будет проклятий, и чужих проблем ты будешь на себе тащить, чужое все. Вот, короче говоря, человек забирал блага от других с помощью магии, стягивал на себя. И теперь пришло время, когда пора отдавать с процентами. А что он совершил такого, из-за чего ему вот так вот? Что он совершил? Что-то с прошлым связано. Слушайте, было у человека все классно, семья, стабильность. Отношения классные, по душе, по совести, по чести. Просрал на гульбан, на попойки, на друзей, ушел из семьи, пошел к другой, тоже может быть, либо же просто жить в свое рыло. Вот за это. И там у человека он начал скатываться и, соответственно, достигает дна. И вот будет же знать, ему дают, короче говоря, будет, видимо, еще кому-то обращаться, либо каким-то образом будет понимать, что на него теперь будут падать все проблемы тех людей. Ну, короче, смотрите. Человек достигают успеха каждый своим путем, методом. И каждый на этом пути своем платит свою цену за эти блага. Этот красавец стягивал готовые блага. Вот тянул, откуда, вот, знаете, разгон пошел у человека. Я сейчас с помощью магии, все будет у меня. Ха-ха-ха. Да хрен там. Сейчас вот каждый вот этот луч, это каждый человек, с которого он что-то стянул. Он попользовался. И знаете, как попользовался? Он просрал, потому что нет ума. Понимаете, нет ума. Нет совести, чести, благости, духовности. Нет истинной связи с родом. Ноль. Понимаете, здесь дно, ноль и помойная яма. Использованный кондом.
Короче говоря, к нему сейчас возвращаются вот все те тягостные моменты, с помощью проработки которых другие люди себя поднимали. Поняли, да? То есть вот все то негативное, что люди прошагивали на своем пути к этому благополучию, ложится на его плечи. И как-то я же говорю, тут собралась сборная вот соляночка такая, понимаете, здесь и недавние события, и из прошлого, и оттуда, и отсюда, и вот здесь, и оп, не ожидал, тут из-за угла, на, держи подзатыльник тебе. Вот что-то вот как-то активировалось очень много программ, понимаете, очень много программ. Видимо, пытались, постукивали персонажу, до него не доходило, и тут по высшему суду уже вышли определенные силы и говорят, ну тогда держи тебе 9-й вал на голову. Это все из-за его жадности. Человек под магией еще находится, на нем там на самом куча подселенцев. Этот человек не умеет говорить слово «прости». Этот человек не умеет признавать свои... Даже если он признает, понимаете? Он думает, я признал ошибки. Да, здесь карта расплаты на дне. И еще, причем он от кого-то узнает, может к толковому знахарю какому-то обратиться. Может быть, просто на том же Ютубе чей-то расклад посмотрит. Авось кого-то принесет именно на этот расклад из этих долбодятелов. Было бы прекрасно. Ему говорят, пора с подлостью заканчивать, если ты чего-то нового хочешь. А там же, вы что, гордыня? Да я же лучше всех. Да я же деньги приношу, меня женщины просто мои лотосные стопы выцеловывают, лижут языком, да? Или я не знаю, что там у этого персонажа. И кто вообще к такой, ну, я не знаю, ну, он, понимаете, он мерзкий, у него даже во внешности есть что-то отталкивающее, вот знаете, такое, смотришь и чувствуешь внутри гной. Возможно, у этого человека вообще загноение есть, кстати. Вот, знаю, такое вот, что-то вот такое вот, говнистое. Мерзкая, понимаете, как вот куча червей в одном месте. Не знаю я, как это еще описать. Возможно, это знаете из-за чего? Из-за того, что работал на кладбище, и сейчас все вот эти вот вещи, ну не вещи, конечно, энергии сущие, подселенцы и потусторонний мир, просто к нему, знаете, как вот сползаются вот так вот с разных сторон. Короче, неприятные такие моменты, конечно, я вижу, но... Вот, понимаете, этот человек говорит такой, боженька, прости, я все понял, поклоны бью челом тебе в новом храме, и в старый тоже похаживаю, и отстегиваю даже церквушки. А боженька говорит, а нахрена мне, пардон, ну, твои извинения, ты пойди, дружище, извинись перед теми, кому ты насрал. А он, не-не-не-не-не-не, меня ж боженька простит, он великодушный. Так это, в той же Библии, ребятки, в той же Библии молитва ваша да будет в грех. Ну, алло, ребят, ну так не работает высшая канцелярия, понимаете? Вот для этого человека очень важно открыть рот и извиниться перед каждым, кому он напакостил, признаться в том, что он... человек говно понос. Понимаете? А знаете, почему высшие силы ставят такое условие? Потому что гордыня зашкаливает. Боженька видит в тебе и хорошее, и плохое, милок. Но те, кому ты насрал, должны услышать о твоем покаянии, и по-другому у тебя не случится ничего в этой жизни. Понимаете? Вот я просто ощущаю уровень бездуховности этого персонажа, если до такой степени уже коробит, когда не может человек сказать слово «прости, извини».
признаться, да, и ну, покаяться, грубо говоря, это покаяться. Высшие силы уже до такого доводят, да, до таких вот крайностей, я бы сказала, что учись открывать рот, и будет тебе чудо. Но, видимо, у этого товарища проблемы колоссальные с тем, чтобы это сделать, но это его проблемы. Итак, второй вариант. Я думаю, я удовлетворила ваше забаганкой. Интерес, короче говоря, по недоброжелателям. Рассмотрели их всех в деталях, под микроскопом. Вот. И давайте на второй вариант. Что-то мне хочется из этой колоды достать 3 карты вам. Почему, не знаю. Здесь меня смотрят ведьмочки, ведающие. Если мальчики, да, вы сейчас подключены больше к женской части своих энергий, но эта часть отвечает за связь с высшими. Поэтому не думайте, что вы в плохих каких-то моментах. Нет, в мужчине должно быть 20% женственности и 80% мужественности. У женщины наоборот. 80 женственности и 20 мужественности. То есть я прекрасная фея, но если что, меч достану и голову с плеч. Да? У мальчиков точно так же. Я рублю всех и вся, но для своих родных и близких. И да, я могу быть белой пушистой пусей, которая и может и сентиментальность проявить, и понимание, и духовность включить, ну и тому подобное. Так вот, ребятки, ваши знания приводят вас к победе, которая вы здесь по справедливости откатываете не просто вашим недоброжелателям, а тем темным силам, которые ими руководят. Здесь уже борьба не просто с человеком, а с энергиями. У вас новый уровень, и вы много трудились. Вы много трудились, много вкладывали в это. И вот считайте, что вам просто дают понять, что вы на верном пути, все работает, все функционирует. Высшие все видят, понимают, ощущают, каждого услышат и каждому помогут. И даже вашим недоброжелателям, вот все, что у них случилось, понимаете, это тоже не просто так. Это их выводят из их вот этих вот деструктивных энергий и дают понять, что вот так вот жить не стоит. Мы с вами в свое время тоже проходили уроки, правильно? И сейчас проходим, но несколько иные. Ну, это я для тех, кто на высоких вибрациях. Для них же, ну, у них пока такие уроки. Что здесь поделаешь? Да, здесь вы силы определенные. Тяжело, я поняла, да, тяжело. Много энергии уходит. Здесь, знаете как, вы раздаете пендюлей всем, кто попирает искренность, душевность, духовность. И кто действует не по-человечески и не по совести. Тот, кто по низшим, короче, понимаете, вот не умеет любить, пользуется, манипулирует. И это не обязательно, что ваши недоброжелатели там, да, четко там. Короче, это могут быть и ваши друзья, которые в свое время, да, там решили, что они выше вас. Ну, люб какие вопросы, люб какие люди, которые вас окружают и попирают законы духовности, которые заставляют других людей влияют на 4-ю чакру. Сейчас объясню. Короче, это элементарное даже может быть. Вы идете по улице, вам встречается вам незнакомый человек. Идет типичный вампир. Он совершает определенные манипуляции, элементарно провоцируя вас, знаете, как в толпе, вот там на рынке, в маршрутке, в метро, не знаю, короче, в любом месте провоцирует вас. И вот бывает, знаете, так, скачок идет по сердцу, знаете, как вот замирает на доли секунды. Вот в этот момент с вас скачивают вашу энергию, он вампирит.
Так вот вам, вы сейчас набираетесь, у вас уже есть и помощники, и сила, но вы еще будете дальше работать в этом же направлении. И вот в эти силы моментально откатывают таким персонажем. Тут же. Вы, да, вы как ловушка для темных людей. Почему? Потому что они, глядя на вас, думают: оп, я сейчас приду и поживлюсь. А оказывается, знаете, как? Капкан захлопывается и начинается мясорубка. Вот так вот. Второй вариант. Да и первый тоже. Я вас поздравляю, всех, мои хорошие. Движемся в правильном направлении, любим себя, ну, адекватно, не так, как вот по второму варианту вот этот персонаж, да, в пределах разумного. Ну и добиваемся всего, чего мы хотим. Вот такие вот на сегодня у меня будут пожелания всем нам. А я, как всегда, желаю вам добра этого мира. Пока-пока.